Привет! Еще немного, и вы уже осилите первую половину модуля по изучению Python. Так держать. Сегодня мы с вами затронем очень важный аспект работы с большими данными и программирования на Python. Как мы уже говорили, для хранения большого объема данных нам нужно очень много контейнеров, в которые мы будем все это складывать. Но создавать каждый раз новый контейнер с отдельным именем не очень хорошая идея. Ведь кроме того, что это физически тяжело, создать 1000 или даже миллион переменных вручную, так еще и может быть ситуация, когда мы не знаем наверняка, сколько строк с данными к нам поступит от пользователей. Например, в системе с оценкой фильмов количество информации растет все время. Появляются новые пользователи, снимаются новые фильмы. И что же теперь? Каждый раз заходить в программу и руками добавлять несколько новых переменных? Конечно, это не выход. А о том, что делать в такой ситуации, мы и поговорим на сегодняшнем занятии. Первое, с чем мы с вами поработаем, это переменные, которые могут хранить в себе сразу несколько контейнеров с данными. Они называются списками. Чем-то это похоже на поезд. Он вроде бы и один, но при этом состоит из нескольких пронумерованных вагонов. И со списками также. Он вроде бы и один, но при этом может состоять из большого числа элементов. Одна особенность. Нумерация у них начинается с нуля. Как думаете, что нам важно уметь делать со списками? И тут мы тоже вспомним о поездах. Во-первых, раз мы их используем, значит нам нужно уметь их создавать. Во-вторых, нам нужно уметь добавлять новые и удалять старые элементы. И в-третьих, нам нужно научиться соединять сразу несколько списков между собой. Именно в этом мы с вами и разберемся. Но что если нам с вами нужно не просто пронумеровать элементы данных, которые у нас есть, а сделать нечто большее? Например, мы работаем с командами киберспортсменов и хотим создать небольшие структуры, где будем хранить информацию о каждом игроке. Информация может быть разная. Возраст, команда, рабочая почта, роль, на которую он играет. Тут уже простой нумерации недостаточно. Вот если бы вместо номера мы смогли использовать, например, фамилию игрока, нашли нужный элемент по фамилии, а в нем уже лежит список со всей информацией. Хорошо, что в Python и для этого случая есть инструменты. Это словари. С ними такие проблемы легко решаются. На что они похожи? Например, на записную книгу в телефоне. Этому и будет посвящена вторая половина нашего занятия. Ну и в конце мы посмотрим, что будет, если соединить две эти структуры друг с другом. В общем, будет интересно. Как думаете, хватит ли нам этого набора инструментов для того, чтобы уже переходить к машинному обучению? К сожалению, все еще не хватит. А как вы думаете, почему? Давайте порассуждаем. Мы уже научились хранить данные, сегодня научимся хранить большие объемы данных, но чего-то еще не хватает. Мы же еще ни разу не загрузили в нашу программу реальных файлов с данными, а без этого никуда, если мы хотим работать с машинным обучением. Так что дальше нас ждет работа с файлами.